Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. Также в студии в роли партийного критика генеральный директор «Авроры» Кирилл Рычков. Кирилл Здравствуйте, Викторович, товарищ. приветствую. А главный герой нашей сегодняшней программы Дмитрий Георгиевич Новиков. Здравствуйте. Зампредседателя ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Госдуме, кандидат исторических наук. На секундочку. Что нам, кстати, в этой беседе очень будет впору, что называется. Издалека начнем. Собственно говоря, зрители наши уже в курсе. Вы, насколько я понимаю, тоже, что красная пчела стала покусывать своих гостей. Вот. Сначала это вроде как было придумано из соображений того, чтобы соблюсти закон о предвыборной агитации, но мы так увлеклись этим вопросом, что, возможно, даже сохраним... Почувствовали, что слушателям так больше нравится, да? А им точно так больше нравится. Тут, хотя мы на публику вообще редко работаем, я никогда не ставил никаких KPI в редакции по поводу количества. Публика сейчас обидится, а вот слушатели и зрители будут довольны. А у нас, к слову, чтобы вы понимали, просто вот в беседе до эфира у вас там проскользнула одна фраза, из которой я сделал вывод, что вы скорее полагаете, что наша публика, она в большей степени ваш избиратель. А там, кстати, где-то пополам. То есть половина это те, кого мы уже вот приучили к тому, что альтернативы нет, а вторая это вот те самые критики партии, которые... Кто соглашателем партию считает, кто еще что-то. Ну, тех, кого еще, что называется, надо перевоспитывать. В этом смысле наша аудитория — это, конечно, благодарная такая почва для... Я в этой связи вспоминаю слова одного моего товарища. Он, кстати, очень тоже долго не вступал в Компартию Российской Федерации, а потом сделал для себя этот выбор. Профессор, доктор наук, к сожалению, ушел из жизни молодым. Достаточно не так давно это случилось. Но вот у него была такая фраза, одна из любимых: «Всякий умный человек потенциально наш сторонник». Поэтому я думаю, что те, кто сомневаются, они с течением времени смогут преодолеть свои всякий сомнения. антикоммунист, сволочи, это тоже предельно справедливо. Раз уж вас представили как кандидата исторических наук, вас щадить вообще не буду. Начну прям с самых сложных вопросов. Иосиф Виссарионович когда-то сказал, что без теории нам смерть. Точно, люблю И, этот собственно цитат. говоря, что называется, не соврал, потому как несколько десятилетий спустя смерть эта со всей очевидностью наступила. Внимание, вопрос. Куда ведут нас коммунисты, если теории так и не появилась? Нет, теории, они же не формируются по заказу, они формируются путем длительных интеллектуальных усилий. Теория, на которой мы базируемся, наука, на которой мы базируемся, называется марксизм-ленинизм. Иначе было бы странно, если бы мы называли себя коммунистической партией, а пытались сконструировать какую-то новую теорию и поискать альтернативу. Коммунистическое движение, организованное, причем стоящее на вполне конкретных теоретических, идеологических основах, начало свой путь еще в середине XIX века. В этом смысле спасибо Марксу и Энгельсу. Они были не только гениальными теоретиками, о чем худо-бедно даже при снижении уровня образования в России, в общем, в основном все знают, но еще и практиками. Первый интернационал, большая организационная работа, участие в конкретных революционных событиях — это все тоже часть их жизни, часть их жизненного пути. Ленин привнес новшества в оценке Маркса и Энгельса не потому, что теория была неактуальна или ошибочна в каких-то своих аспектах, а потому что жизнь изменилась, капитализм изменился, он вполз вперед империализму, и Ленин объяснил, разъяснил, показал, продемонстрировал, чем этот период империализма отличается от более ранних этапов капитализма, и поэтому сегодня мы говорим не только о марксизме, но и о марксизме-ленинизме, как о неком целостном учении. Поэтому КПРФ в этом отношении видит свою задачу в том, чтобы, соизмеряя учение с современной реальностью, с позиции этого учения давать оценки самым сложным, самым противоречивым процессам. А так, повторяю, даже с формальной точки зрения, если встать на эту позицию, просто нужно открыть программу Коммунистической партии Российской Федерации, и там как раз и зафиксировано, что теоретической идеологической основой партии является марксизм-ленинизм. Роль и силу учения, я даже и как член партии, и как вот человек, который тут выступает в роли и образе критика, значение этого учения не признать не могу. Тем более, что много раз имел возможность убедиться, что оно верно. Но тогда о какой теории говорил Иосиф Виссарионович?
Я думаю, что когда Сталин говорил «без теории нам смерть», он имел в виду качество партийной работы. А значит, качество людей, качество коммунистов. Ведь партии пришлось взять на себя очень большую и тяжелую работу по каждодневному строительству социализма. Партии не удалось выполнить роль наблюдателя. Вот когда правительство отвечает за хозяйственные вопросы, а партия стоит в стороне и поправляет правительство, если оно ошибается. Такие подходы, такие точки зрения, кстати, были, что партия не должна заниматься повседневной хозяйственной деятельностью, строительством, там, государственным и так далее. И, тем не менее, именно партии приходилось утверждать пятилетние планы. Для этого тесно работать Центральному комитету и его подразделениям с профильными министерствами, ведомствами. И это действительно был большой труд. В результате, конечно, на большие крупные партийные должности стали приходить люди очень заслуженные. Но они были заслуженными, они были высоко оценены партией за их успехи в хозяйственной работе, в строительстве индустриальных гигантов, в успехах, связанных с развитием сельского хозяйства, в научной деятельности, причем не всегда гуманитарной. И они действительно в рамках правящей партии заслуживали быть в Центральном комитете и на самых ответственных в этом смысле партийных должностях. Но эти люди выполняли очень большие, очень тяжелые участки работы. С утра до ночи, а иногда и ночью, они должны были вести эти участки. И порой у них складывалась жизнь так, что чтение работ Маркса, Энгельса и Ленина оставалось их студенческой биографией. А потом у них на это просто не оставалось времени. Именно потому, что они были честными коммунистами. И они считали, что раз мне партия доверила вот этот участок, я его должен вытащить, я должен вкалывать, я должен не подвести партию. А на остальное не оставалось времени. И в этом смысле, конечно, теоретическая подготовленность партийного аппарата. Я не говорю про научную среду. Здесь можно долго спорить, в каком состоянии находился марксизм-ленинизм как наука, как теория в академической среде, в научной среде. Это как бы отдельный вопрос. Но с точки зрения партийных управленцев Сталин видел, что не все, далеко не все уделяют должное внимание теории, и далеко не все готовы ей тщательно и внимательно руководствоваться. А сейчас как бы вы оценили состояние дел в партии вот именно в этой плоскости? В том плане, что как бы вы оценили владение теорией своими коллегами? Хороший, важный вопрос. Здесь первый фактор, на который я хочу обратить внимание. Вот нам очень повезло в той части, что Геннадий Андреевич при своей колоссальной загруженности всегда находит время и возможность прочитывать огромные массивы материалов, литературы. Лучше многих других осведомлен о том, что пишет партийная печать. И многие наши семинары и совещания, пленумы, когда он выступает, он призывает свой собственный, прежде всего, партийный актив перерабатывать ту массу аналитики, публицистики, которая появляется в собственной прессе, в нашей собственной прессе много интересных авторов. И вдруг он замечает, что часть его окружения, часть людей, которые приезжают, будучи региональными руководителями на наши пленумы, не освоили этот массив. Он искренне недоумевает по этому поводу. Все-таки он не просто так стал доктором философских наук. И вы можете видеть регулярно какое количество публикаций, статей, книг его выходит. Поэтому вот он в этом смысле дает хороший пример. А дальше очень по-разному. Потому что у нас функции правящей партии позиционно и серьезно отличаются. Но с точки зрения загрузки партийного актива есть какие-то очень схожие вещи. И первые секретари региональных партийных комитетов, вот сейчас, войдя в избирательную кампанию, чем они должны заниматься? Они должны изучить, что опять Единая Россия изменила в избирательном законодательстве, что изменили в законах о партии, что изменили в законах о СМИ. А партия власти постоянно подстраивает избирательную, вообще законодательную базу под себя. И они не все юристы. Это первое. Второе. Они должны организационный процесс запустить. Они должны выдвинуть кандидата. Выборы не только федеральные, региональные, местные. Они должны кадровую часть отработать. Они должны выстроить агитацию. Они должны направить людей в соответствии с жеребьевкам региональных СМИ и своих региональных избирательных комиссий на дебаты, какими бы пошлыми и кривыми эти дебаты сегодня не были. Они должны отбиваться от оппонентов, которые пишут странные жалобы на наших товарищей. В результате этих товарищей даже снимают порой с избирательных кампаний. Они
должны отбиваться в судах, они должны искать юристов, они должны помогать, они должны зарядить свой партийный актив на то, чтобы разнесли газеты, листовки, которые будут отпечатаны и уже отпечатаны и выпущены. А еще они должны заранее побеспокоиться о том, чтобы набрать наблюдателей, которые придут на избирательные участки в день голосования и будут контролировать. И тогда и каждый день у них происходят тысячи событий. И так же, как тогда, когда партия была правящей и была погружена в хозяйственную деятельность, в рутину одного качества, сегодня наши многие руководители и актив погружен в рутину другого качества. И эта проблема сохраняется. Я с вами абсолютно согласен. И мы же не просто так, вот не от хорошей жизни занимаемся этими вопросами постоянно. Вот конец лета, начало сентября – это традиционное время, когда на заседании Президиума Центрального комитета мы утверждаем ежегодные планы партийной политической учебы. Это и постановления, и рекомендации, и список литературы, и список фильмов. Сейчас, например, вот благодаря существованию «Красной линии», уже почти 1,5 десятка лет она существует, мы сделали очень много интересной документалистики, которая может разнообразить процесс партийной учебы, идеологической учебы. Принимаем, пытаемся требовать и видим, что очень сильно буксует эта система партийно-политической учебы в отдельных регионах. Мы создали Центр политической учебы ЦК КПРФ. И когда ребята приезжают учиться, я сам регулярно перед ними выступаю, и тот же Геннадий Андреевич Зюганов выступает, другие руководители партии, мы настойчиво им объясняем, вне зависимости от профиля, а там приезжают учиться те, кого партийные руководители рассматривают как будущий пропагандистский актив, кого-то как будущих редакторов газет, кого-то как будущих организационников. То есть профили могут быть разными, но мы всегда объясняем, что наша задача прежде всего помочь вам стать убежденными коммунистами, помочь вам дать дополнительные идеологические, теоретические знания, благодаря чему вы уже дальше сами будете анализировать любую сферу деятельности, юридическую, организационную, пропагандистскую, агитационную, информационную, любую, с этих позиций. Это вам очень поможет. Поэтому у нас и вот этот учебный центр, когда мы его создавали, был соблазн по традиции назвать допустим, высшая партийная школа. Но вот название в итоге родилось такое: Центр политической учебы. Не случайно. Даже когда мы бухгалтеров учим или ответственных за пионерское движение, они приезжают в Центр политической учебы, потому что идеологическое знание в данном случае главное. Если ты сформировал свое мышление, мировоззрение, если оно у тебя твердое, ты останешься с партией дальше и пройдешь с ней свой жизненный путь. Если же у тебя шаткая позиция, и ты приезжаешь как такой инструменталист, человек, который гонится за конкретным знанием, правовым, бухгалтерским, политтехнологическим или каким-то еще, то тогда завтра ты выйдешь на некий рынок труда как наемник. А какая-нибудь другая партия, типа ЛДПР или Единая Россия, с их финансовыми возможностями, тебе явно заплатят больше. Поэтому, если у тебя есть принципы, ты будешь все-таки во главу угла ставить свою деятельность, свои убеждения, а не то, где тебе больше заплатят за твои юридические услуги. Вопрос мой, как понятно из моей не самой удобной роли критика партии, был с подвохом. Подвох заключается вот в чем. Примерно 20 предшествующих моих собеседников, которые сидели вот здесь напротив меня, на мой, в общем-то, базовый вопрос о том, чтобы они выделили как основные причины развала Советского Союза, называют предателей. То есть вот пришли предатели, было до этого все хорошо, а тут вот появились такие вот редиски, и, значит, на мой вопрос о том, как партия, хорошо, если даже вот все комкать вот до этого уровня, собирается не допустить снова редисок к власти, народ сыпется. Я к чему спрашиваю? Вот у Китая, по-моему, даже два, но один точно есть. Огромный институт, который изучал, что все-таки произошло. Изучает по сей день. Это даже не так. Дело в том, что все научные центры Китая, сколько-нибудь весомые, и сами планируя свою деятельность, и имея определенный госзаказ, они разрабатывают эти темы. В Китае до сих пор, это было в 90-е, в нулевые, и сейчас продолжает в разных университетах, в Китайской академии общественных наук защищаться огромное количество диссертаций на эту тему, на тему разрушения Советского Союза, потому что тему исследуют с самых разных сторон. Кто-то берет политический аспект, кто-то, кстати, идеологический, кто-то экономические факторы рассматривает, были ли они решающими или нет. И это настолько необъятная тема, что, в общем, вы уже понимаете, да, что когда человек выходит на защиту диссертации, он должен объяснить, в чем научная новизна. То есть он не должен повторять то, что уже было сказано до него другими исследователями. И вот эта работа научная, очень
очень внимательная, она продолжается. И я думаю, кстати сказать, что Считаете ли китайцы вы эту оказались работу хорошими учениками. То есть частью они теории? извлекли уроки из нашего поражения, и благодаря этому сегодня Китай не просто развивается. Развиваться можно на разных основаниях. А Китай, развиваясь, укрепляет свою социалистическую, качество своей социалистической Согласны модели. ли вы с тем, что осмысление этого пути – это такая же часть теории? Конечно, безусловно. Это очень большой теоретический вопрос, над которым нужно работать. Потому что если не ответить на этот вопрос глубоко и по-настоящему, то значит, ты не будешь застрахован от новых ошибок. Ответила ли правопреемница КПСС себе на этот вопрос? Я считаю, что да, потому что мне доводилось и самому участвовать в конференциях в том же Китае на эту тему, где эта тема была выпечена в качестве одной из главных. И я не просто своей позиции приезжал. Я приезжал и излагал позицию нашей партии, которая отражена в партийных СМИ, в докладах, на съездах и пленумах Центрального комитета. И там у меня было не так, как у ваших прошлых собеседников, когда вы задаете вопрос, а человек в течение 5 минут должен ответить, потому что потом эфир закончится. А было возможность выступать с серьезными докладами. Некоторые из них вообще и 1,5 часа занимали. И то я не считал, что я осветил все аспекты, связанные с разрушением Советского Союза. И честно об этом своим китайским товарищам говорил. Где повернули не туда? Но есть очень сильно всегда в таких диалогах все зависит от того, какие временные рамки у тебя есть. И вот у меня есть один хороший, добрый знакомый, он сейчас уже на пенсии, у него очень короткая фамилия. Фамилия У, профессор У из Китайской академии общественных наук. Он, кстати, в молодости изучал русский язык, потом была культурная революция, наши страны не дружили, скорее наоборот. И к моменту, когда мы с ним уже познакомились, он был человеком солидным, в солидном возрасте, русский язык подзабыл, но кое-что вот вспоминал. Общаться приходилось через переводчика. А потом я вдруг однажды в русскоязычном сегменте интернета обнаружил информацию, которой он не хвалился. Но оказалось, что у него был такой за несколько лет до этого момент, когда он приехал, выступал перед студентами Московского госуниверситета, по-моему, я не ошибаюсь, именно Московского госуниверситета. И ему тоже был задан вопрос: профессор, а вот если бы вам попросили в нескольких словах, в одном предложении сказать, в чем состояли причины разрушения Советского Союза. И хотя сам он человек глубокий, не любит такие вещи, то есть он понимает, что это большая тема. Он говорит, если в одном предложении, тогда я скажу одним словом: причина разрушения Советского Союза — Горбачев. Конечно, он упрощал, и он понимал, что упрощал, но ему же предложили среди многих факторов назвать какой-то один. Так вот, моя личная исследовательская работа, я не так мало времени этому посвятил, я все-таки считаю, что субъективные факторы превалировали над объективными. Да, Советский Союз находился не в лучшей форме в начале 80-х годов. Да, Советский Союз даже вошел в полосу экономического кризиса. Но с одной стороны, давайте не будем забывать, что самая острая фаза этого кризиса была связана как раз с деятельностью Горбачева. Кооперативное движение, все остальное, он в значительной степени теми решениями, которые должны были поправить ситуацию усугубил и реально ввел страну в экономический кризис. Потому что то, что было до этого, это вообще очень спорный вопрос. Я хорошо помню эти публикации начала перестройки, эти истеричные крики о том: посмотрите, до чего коммунисты довели нашу страну. Мы растем всего лишь на 4% в год. Слушайте, сегодня, если в США будет расти на 4% в год, а не на 2-3, как это у них последний период, они будут счастливы. Но вот как можно перевернуть сознание, когда человек не очень разбирается в экономике, и когда ему не разъясняют какие-то вещи, можно сказать, какой ужас, действительно, 4% только растем. Конечно, если сопоставлять со сталинской индустриализацией, это было не так много. Но надо же было понимать, в каком мире мы жили в 80-е годы, в 70-е годы, чтобы посмотреть, как развивались остальные. Поэтому вот этот фактор очень серьезный. И ведь я даже не согласен с теми, кто говорит, что Горбачев пренебрегал идеологическими вопросами. И так далее. Он не пренебрегал идеологическими вопросами. Если вы посмотрите его позднее интервью, когда он уже не был генсеком, президентом СССР, ведь он мог одуматься. А он выступал как абсолютно идеологически заряженный человек, который не был коммунистом. Он, конечно, не был каким-то махровым консерватором, например, в таком классическом капиталистическом смысле слова. Но он был вот тем социал-демократом в позднем смысле этого слова, в порочном смысле этого слова. То есть он был абсолютно, он идеологически стоял на буржуазных позициях.
Поэтому он не совершал идеологических ошибок. Он сознательно вел страну к разрушению Советского Союза, потому что Яковлев не был его ошибкой. Яковлев был человеком, который сознательно был поставлен во главе идеологической машины, чтобы эту машину либо перепрограммировать, либо уничтожить. Одно из двух. Яковлева и тот, и другой вариант устраивал. Потому что и тот, и другой вариант вел к одному, к уничтожению советской модели, к советской системе. И, в общем, кое-какие очень серьезные успехи на этом пути были достигнуты. Я не знаю, так это или нет, но Крючков, уже опять-таки, будучи не у дел, говорил о том, что он приносил папку с документами Горбачеву, где было четко понятно, что, будучи послом в Канаде, послом Советского Союза, он был завербован Центральным разведывательным управлением, и Горбачев положил эту папку под сукно. На самом деле не так важно, он работал на кого-то, или это было его личное нутро, его собственное убеждение. Но он вел дело к уничтожению Советского Союза и немалых успехов достиг. И, кстати, он тоже понимал, что без теории Советскому Союзу смерть. Только он понимал это не с точки зрения сохранения страны, а с точки зрения того, что ее нужно уничтожить. Поэтому, возвращаясь к мысли о том, что субъективный фактор превалировал. Он превалировал, потому что объективных причин для распада Советского Союза не было. Вот здесь важный момент. Мы к очень важной точке подошли. Кризис не является обязательным условием распада страны или социально-экономической системы. Просто не является. Поэтому даже если мы скажем, что и до Горбачева был кризис, ну и что? Любой кризис можно преодолеть. Главное выбрать правильные реперные точки, правильные алгоритмы того, как с этим кризисом нужно справиться. И страна может, наоборот, получить новое дыхание. Может рвануть вперед. Что то состояние, в котором Ленин получил Россию в условиях гражданской войны после нее, оно было блестящим, что ли? А страна не была в кризисе? Да еще в каком? Это был просто ад, катастрофа. Сами противники большевиков писали о том, затем в своих воспоминаниях, что Ленину досталась уничтоженная страна. Поэтому и Советский Союз не был обречен. Экономический кризис не был причиной распада Соединенных Штатов Америки, хотя кризис был такой в 20-30-е годы, что получил название Великая депрессия. Она действительно была великая. Это был колоссальный кризис. Но Рузвельт, в отличие от Горбачева, не был предателем своей страны. Поэтому все-таки тема предательства, мы не можем ее исключить. Мы не можем по поводу нее просто иронизировать, потому что, к сожалению, этот фактор оказался очень существенным. Другое дело, что это не просто так. Предатель захотел и сделал. Предатель создал команду, которая смогла опираться на реальные болевые точки, на реальные экономические проблемы, которые были, на реальную нехват товаров широкого потребления, на реальные вещи. Но они же были не просто экспертами, они были людьми, которые имеют право, возможность и даже обязанность принимать решения. Вот те решения, которые они принимали, все у своей идеологической заряженности, были нацелены не на преодоление этих проблем, этого кризиса, этих экономических сложностей, социальных каких-то проблем, национальных проблем, которые стали вдруг почему-то вылазить при Горбачеве. Да не вдруг. Это была система мер, направленная на то, чтобы язвы, болезни, сложные вопросы, залеченные, приглушенные советской системой, вновь разбередить. И на этой основе ввести возгонку критики, связанной с советской системой. Ввести возгонку проблем. Одна национальная проблематика, межнациональная рознь, которая возникла в период перестройки, чего стоит. Это отдельный пласт. И, кстати, в Китае эту тему тоже внимательно изучают. Китай тоже многонациональная страна, они это понимают, хотя ханьцы занимают более высокий процент, чем русские в Советском Союзе, но тем не менее это многонациональная страна, и они этот аспект тоже изучают. Поэтому реальные проблемы в Советском Союзе были. Но вопрос состоит в том, Горбачев, как Брежнев, как Сталин, собирался эти проблемы решать, преодолевать, приглушать, если уж их нельзя было снять совсем, или собирался их вытащить на поверхность. Он занимался вторым. Он вытащил все эти проблемы на поверхность, и в итоге весь этот комплекс, весь этот массив сложностей экономических, социальных, межнациональных и всех остальных сделали свое дело. Поэтому за 5 минут мы с вами эту тему не рассмотрим. Давайте тогда просто, чтобы даже и не нырять. Товарищи, еще один момент. Не нашлось той силы, которая смогла бы остановить Горбачева. Буквально арестовать. Вот когда Крючков пришел с докладом, и доклад положили под сукно, в следующий раз Крючков должен был прийти с ордером на арест. Понимаете, урок. В чем дело? Вот это же к вопросу о том, была ли советская система демократичной или нет. Вот она была
может быть, слишком демократичной. Вот никто с этой точки зрения пока не рассматривал ситуацию. Но Крючков понимал, что он не имеет права самостоятельно принимать такие решения, потому что был культ коллективности выработки решений. Есть Центральный комитет, есть, значит, секретариат Центрального комитета. И Крючков, хоть он и возглавлял спецслужбы, он был членом партии еще, кроме того. И что же он его на ковер вызывали как члена партии. Что же он ни на одном из этих комитетов не поднял этот вопрос? Ну ладно, это риторический вопрос, тут, наверное, бессмысленно. Давайте вот это значит, ну, я вот один посыл хочу принять, хотя тут как бы в вашем вопросе было сразу много вопросов. Я буквально вчера об этом говорил на Первом канале, хотя тоже очень так вскользь и очень быстро, там всегда очень быстро все происходит. Значит, вот когда говорят, что люди, почему же люди, коммунисты и другие люди, которые выступали за сохранение Советского Союза, сожалели и сейчас до сих пор еще живы, продолжают сожалеть о сохранении Советского Союза, почему же они не вышли, не защитили Советский Союз? Мне кажется, это лукавым вопросом. Что значит выйти и защитить Советский Союз? Если мы посмотрим на те митинги на Манежной площади, например, где речь шла о необходимости защитить Советский Союз, так она была переполнена. То есть, в принципе, огромное количество людей, не меньше, чем на демократические митинги приходило. Когда людей звали, когда они имели возможность, они приходили и высказывались. Но ведь вот теперь, что самое важное, нужно понять. Люди были очень неглупыми тогда, гораздо умнее, чем сегодня, извините. Мы все в этой идиотской системе, в которой мы сегодня оказались, ну, не сильно умнее. Может быть, учимся выживать лучше, чем советский человек, которому власть много чего гарантировала, ему не приходилось крутиться так, как сейчас. Но, в общем, люди были очень умными, и ведь они сделали свой выбор. Они понимали, что они сделали главный свой выбор в марте 1993 года. Слушайте, Горбачев же не выступал с позиции разрушения Советского Союза, вроде бы, внешне, на публике. И поэтому люди говорят, ну хорошо, Михаил Сергеевич, тебе полномочий не хватает. Тебе полномочий не хватает сохранить Советский Союз. Там затеял какой-то союзный договор переподписывать. Вот март 93-го. Мы пришли. Мы же абсолютным большинством высказались. Мы волю свою выразили. Нет никакого другого, более крупного решения в пользу сохранения Советского Союза. Ни съезд народных депутатов, ни Верховный Совет СССР при их огромных полномочиях по Советской Конституции не могли уже ничего с этим референдумом сделать. Все, что они могли делать, обязаны были делать, идти исследовать и выполнять. Вот сделать все, чтобы выполнить волю народа на референдуме. Я сделал главную свою работу. Для этого мои деды ходили на баррикады Первой русской революции, чтобы у меня было право голосованием решать важные вопросы. Я сделал свое дело. И поэтому многие считали, что ну уж теперь-то у всех спецслужб, у Горбачева, у членов Центрального комитета, у Верховного Совета, у всех, кто там наверху и кто вроде бы за сохранение СССР ратуют, но есть все возможности защитить Советский Союз. Поэтому люди так раз, я считаю, не молчали. Как только им предоставлялась возможность высказаться, они высказывались и вполне определенно. Поэтому говорить о том, что народ как-то там не тот был и не так себя вел, мне кажется, что люди вели себя вполне четко и принципиально. Давайте вот точку зрения с предателями тогда немножко отмотаем. Просто вот общее восприятие от подобной версии, что этот предатель появился как будто бы случайно. Ну, то есть, какой-то вот форс-мажор, фактор, который, что называется, никто не учел. Хотя тут же встает вопрос, почему партия не учла. А я же хотел бы, чтобы мы попробовали посмотреть на появление и Горбачева, и Яковлева, тут это скорее оба с маленькой буквы, как явление. Да. То есть буквально как явление. То есть когда я спрашиваю о том, какие партия сделала выводы, в моем представлении не пришел бы Горбачев, пришел бы кто-то другой подобный. То есть я предполагаю, ставлю этот вопрос вот именно на открытое обсуждение. А не подошла ли сама система, вот, или угодно аппарат, номенклатура, вот обсуждали сегодня с вами это слово, к тому состоянию, когда вот внешние силы действительно могли протащить наверх или поспособствовать этому таких вот предателей. В том плане, я, кстати, вот здесь как раз не хотел бы упрощать. Я не думаю, что Горбачев был человеком, которого протащили наверх. Он действительно сделал карьеру в рамках КПСС. И я думаю, что спецслужбы США не вели его, в отличие от Яковлева, так долго.
И известна эта встреча его, например, Горбачева, уже достигшего больших высот в партии, с Тэтчер, когда вот она уже поняла, что на него можно делать ставку. Это довольно поздно случилось. Это не означает, что Горбачев плод работы американских спецслужб. Хотя такие персонажи тоже там были. И еще раз вспомню преснопамятного Яковлева. А Горбачев, мы же потому предателей называем предателями, что они до поры до времени не проявляют свое лицо. Если бы он проявил себя как предатель, будучи руководителем среднего звена, он бы не достиг высот в партии. Поэтому он не проявлял себя как предатель. Наоборот, он проявлял себя, делая карьеру как самый правоверный коммунист. Вот что тогда требовалось от коммунистического руководителя. Он все то пунктуально выполнял. Почему стоп в его карьере не сделал ни Брежнев, ни Андропов, ни другие, ни Черненко, ни другие партийные руководители. Поэтому, конечно, он уже не позиционировал себя как предатель. Повторяю, предательство — это некое ставшее явью со временем смена позиции, смена лица. И то, что Горбачев эту предательскую позицию занял, повторяю, это было плодом его каких-то, видимо, внутренних переживаний, потому что считать, что он был просто конъюнктурщиком, что он почувствовал, что вот Западу это нужно, что его стали там ласкать, что на встречах, что ему все это нравилось, это так. Но я еще раз хочу сказать, что в своих поздних интервью, когда он уже не собирался делать никакую карьеру, когда он уже так сказать, с Богом должен был начинать беседовать, он не пересмотрел свои принципы. Поэтому его предательство было глубоко внутренне выстрадано, если хотите. Он таким был. То, что его не сумели разглядеть. Допускаю, вот здесь хочу. Да. Что не сумели разглядеть. Федор Владимирович, собственно, о том и спрашивал. Механизм. Почему в партии отсутствовал механизм этого стоп-сигнала? Конечно, нас всех интересует этот вопрос. Однажды мы вот так сидели с Геннадием Андреевичем у него дома, готовили материалы к одному очередному партийному событию, и я поделился с ним одним ощущением, чтобы задать вопрос. Я сказал так: Геннадьевич, вот в тогдашнем политбюро, мне кажется, что были более энергичные люди, менее энергичные. Но любой, кроме Горбачева, если бы был избран генеральным секретарем, сохранился бы Советский Союз. Он сказал: да. Я тоже так считаю, что я их знал. Я, в отличие от тебя, их знал. И я могу сказать, что Советский Союз бы сохранился. Почему? Да потому что все остальные... более интеллектуальные, менее интеллектуальные, с большим опытом, с меньшим опытом, предателями не были. Поэтому мы все-таки, к сожалению, фактор предательства не можем отрицать. Еще раз. Предатель – это не просто человек, который решил развалить страну и развалил. Это тот, кто смог опереться на реальные проблемы. Но они везде есть. Они же есть в любой стране. Они есть в Китае, в США. В любой стране они есть. А то, что те же спецслужбы не смогли Горбачева поставить на место, если бы он был руководителем среднего звена и прокололся, его бы смогли поставить на место. А когда он стал генеральным секретарем, это он уже решал, кого куда ставить и на какое место. И если бы Крючков посмел себе что-то большее, чем Горбачев считал нужным, он же, вы поймите, он для этого себе выторговал пост президента СССР. Ведь не нужен был пост президента СССР Брежневу, Андропову. Им даже в голову не приходило это. А почему Горбачев этот пост предложил ввести? Его команда предложила ввести. Так им и нужно было его вывести из-под удара партии. Стало ясно, что партия, благодаря своим, пусть там где-то не блестяще работающим демократическим механизмам, может призвать Горбачева к ответу, может его переизбрать. А если она переизберет его с поста генерального секретаря ЦК КПСС, тогда последует вопрос, и он тогда и не будет и председателем Президиума Верховного Совета СССР, понимаете? И поэтому он, заняв пост президента СССР, уже сам решал, будет Крючков или нет, или Бакатин будет. Уж простите, или Бакатин будет сдавать национальные тональность, интересы. но партия же не могла не понимать этого тогда. Почему не могла? Партия, вы посмотрите на партию. Вот для меня лично, вот мой личный опыт, когда я вернулся из армии и стал продолжать учебу на историческом факультете Благовещенского государственного педагогического, тогда еще института, теперь университета,
Меня мои однокурсники спрашивали, а у нас такой был курс, у нас 4 человека за Ельцина проголосовали, остальные за Рыжкова, когда были те знаменитые выборы, первые выборы президента России. Так что ребята в основном были настроены правильно, а те 4, которые голосовали за Ельцина, теперь никогда в этом не признаются. Вот. И они меня спрашивают, ты что, в КПСС-то не вступаешь? Ну, как бы понятно же, что твое мировоззрение, убеждение. Я говорю, ребят, проблема в том, что я теперь не знаю, в какую КПСС вступать. Потому что КПСС Горбачева это одно, КПСС Лигачева это другое. И далее назвал еще несколько фамилий, потому что каждый из них представлял разные фракции уже в КПСС. Фракции уже стали, несмотря на запрет по уставу, но они стали реальностью. Они стали называться, правда, платформами. Ну, не назвали фракциями, назвали платформами. Но у каждой платформы были свои лидеры, руководители. То есть партия уже реально распадалась. Поэтому это тоже было некой зоной дополнительных манипуляций и возможностей для манипулирования со стороны Горбачева. А если позволите, вот немножко философская сторона этого вопроса. Вот у нас страна ментально без царя не может. Ну, как-то вот трудно нашу страну представить, к примеру... Без авторитета, да, такого? У нас даже вот фраза есть «без царя в голове», это вот она очень отражает. То есть у нас всегда вот пирамида должна быть замкнута кем-то. Вот насколько, как вы считаете, авторитет вот этого первого лица должен сопровождаться неким механизмом, который вот в нужный момент времени, когда это первое лицо начнет проявлять себя, пусть даже не как предатель, а просто начнутся какие-то отклонения, которые вот цап его и на место. Я вот об этом скорее осмыслении говорил. Вот ни для кого не секрет, что Геннадий Андреевич пользуется в нашей партии непререкаемым авторитетом. Буквально не побоюсь этого слова, что есть культ личности в контексте вот знаменитого «да, был культ, но была и личность». Вот. Но на его смену кто-то придет. Вот. Где вот механизм, который позволит нам быть уверенным, что теперь-то вот ту ошибку мы учли, и как только мы заметим первые признаки перерожденчества, а согласитесь, в нашей партии все-таки разные есть люди. Кирилл, мне тут надо понять, на какой вопрос отвечать. Потому что вы начали с вопроса, связанного с государственным строительством. Как не допустить к власти предателей? А России вообще. А закончили партии, которые находятся сейчас не у власти. Не у власти. Дмитрий Георгиевич, то, что о чем мы с Кириллом все время спорим, он говорит о вот этом царском нарративе, значит, в России. А я говорю, нет. Русский человек не то, что мыслит себя без царя, прекрасно чувствует, и Россия, большая Россия, строилась вопреки. Вся Россия всегда жила царистскими иллюзиями, у нас, вряд ли был бы Стенька Разин. Конечно, наоборот, царизм насаждался силой, пропагандой, штыками, но желание иметь некий авторитет, некую инстанцию, которая разберется, что справедливо, а что нет, где правда, а где нет, куда можно апеллировать в поиске правды, вот такая, мне кажется, что поиск такой инстанции всегда был. Поэтому кто-то иногда видел эту инстанцию в «Царе-батюшке», а кто-то увидел ее в 17 году в партии большевиков. А кто-то пытался за Корнилова в те же самые времена хвататься, может быть, не в поиске там прямо уж такой высшей инстанции, но некой силы, которая наведет порядок, и потом появится инстанция, к которой можно будет апеллировать. Значит, жизнь, исторический процесс тем интересны, что люди, коллективы, классы, социальные группы находятся в процессе и могут принимать решения, могут проявлять волю, коллективную в том числе. И мы не можем заглянуть в завтра. И я думаю, что когда там Андрей Андреевич Громыко голосовал за Горбачева, он отнюдь не думал, что Горбачев поведет себя так. Потому что он руководствовался там какими-то своими соображениями. Может быть, он считал, что нужны руководители помоложе, что пришло время смены поколений, что сам Горбачев казался ему очень деятельным, энергичным и правильно мыслящим. Может быть, аппаратные мотивы какие-то тоже действовали, но он не видел в нем предателя. Поэтому кто завтра проявит себя как героя, как предатель, это большой вопрос. И я вспоминаю тех же писателей и поэтов, писавших о Великой Отечественной войне, которые описывают этот образ маленького человека, который в обычной жизни казался серой очень личностью. А когда наступил час выбора, он поднялся в атаку первым.
и первым закрыл своей грудью амбразуру дзота. Политическая рулетка какая-то Поэтому получается. нет, почему рулетка? Я наоборот сказал про то, что решения, как правило, в таких случаях вырабатывают не отдельно взятые люди, а классы, группы, социальные группы и так далее. Поэтому внутри коммунистической партии, если мы говорим не вообще про партию, не вообще про власть, а говорим про коммунистическую партию, на мой взгляд, у нас есть возможность вернуться к началу нашего разговора. Вот гарантии того, что перерожденчество, предательство в высших эшелонах коммунистической партии не будет случаться, гарантией к этому является то, чтобы кадровый отбор в партии учитывал фактор идеологической зрелости, теоретической подготовленности тех людей, которые выдвигаются на те или иные должности. А если мы понимаем, что есть должности очень инструментальные, и здесь все-таки нужен профессионализм, там, правовая работа, не знаю, еще какая-то, чтобы в выборных органах, в коллективных органах баланс был таким, чтобы при принятии больших решений частные, узкопрофессиональные, инструментальные вопросы для большинства членов этого выборного органа не застилали глаза, не мешали им видеть будущее партии. А видеть его можно только тогда, когда ты владеешь достойно, толково владеешь азами марксизма-ленинизма, который, кстати, не терпит догматизма. Считаете ли вы в этой связи вот стремление Иосифа Виссарионовича, о котором, собственно говоря, вы помянули, даже не отстраниться, какое-то нехорошее слово, а разделить управление страны и философию, то есть отодвинуть партию от непосредственного управления хозяйственной деятельностью правильным путем? Вообще нужно понимать, что мы касались сегодня этой темы. Говорили о том, что партия, например, принимала хоть при Сталине, хоть при Брежневе, хоть при Хрущеве пятилетние планы утверждала. Но ведь инструментально партия, вот так, будучи очень сильно причастной к выработке управленческих решений, она ведь в полную детализацию никогда и не уходила. Она влияла на назначение министров среднего машиностроения, промышленности, сельского хозяйства. Но дальше это была их зона ответственности. И перед страной, и перед партией, и перед правительством, в конце концов. Поэтому вот здесь, несмотря даже на то, что мы сегодня уже озвучивали, нужно понимать, что при всей своей очень большой ответственности за решение экономических, хозяйственных, продовольственных и других задач, кроме партии еще существовали советские органы, исполкомы, министерства, и эта вертикаль тоже работала. Главная роль партии состояла в том, чтобы подбирать кадры для этих участков работы, утверждать их. И вот неудачный пример, неудачная ситуация, печальная, трагическая неудача с Горбачевым не должна закрыть от нас тот факт, что были приняты не тысячи, миллионы правильных управленческих решений. Миллионы, которые помогли нам индустриализацию провести, которые помогли нам в космос подняться, которые нам армию позволили выстроить, которые нам позволили не только германский фашизм, но и японский милитаризм победить. Это все БАМ освоить, Целину освоить. Это все результат тысяч, миллионов правильных управленческих решений, кадровых назначений. Так что партия в целом на протяжении огромного промежутка времени эту задачу решала блестяще. И повторяю, прокол с Горбачевым – это катастрофическая неудача, это катастрофическая ошибка. Не должна сделать так, что мы забудем про этот огромный массив правильных управленческих решений. Принимается. Хорошо, давайте тогда пробросим между прошлым и будущим мостик. Тот социализм, к которому Коммунистическая партия Российской Федерации хочет в обозримом, как я надеюсь, будущем привести страну. История Советского Союза знает, как минимум 3 условных модели социализма. Сталинскую, можно даже выделить хрущевскую, брежневскую. Кто-то даже выделяет Горбачевскую, сравнивая ее с китайской, которая якобы доведена до ума. На какую модель имеет смысл ориентироваться как на шаблон, и имеет ли смысл вообще говорить о каких-то шаблонах в этой ситуации? И если еще раз вспомнить про Китайскую академию общественных наук, она ежегодно осенью проводит форум мирового социализма. Она так это называет, уже 15 лет проводит. И мы регулярно участвуем, начиная с первого форума. Нередко самому мне доводилось выезжать, выступать, других товарищей направляли.
И много там интересного. И как-то один из наших молодых региональных руководителей, участвуя вот в таком форуме, сказал о том, что мы вот сейчас активно у вас учимся, чтобы перенять вашу модель и использовать ее у себя. И один очень известный китайский профессор сказал: нет, вы должны у нас, конечно, учиться, понимать, в чем сила нашего опыта, но вы можете пройти путь только отталкиваясь от своего собственного опыта. Вы должны, во-первых, не забывать опыт того социализма, который был в вашей стране. Вы должны, наверное, учиться у нас, но просто взять и скопировать не получится. Вы должны понимать те особенности, в которых находится ваша страна. Мне кажется, это было очень правильное замечание, правильный посыл. Есть такая фраза, с ней можно спорить: каждое новое поколение – новый народ. Есть вариация этого. Каждое новое поколение – новая нация. И мы не можем сказать, что Брежнев был неправ, потому что действовал не так, как Сталин. Брежнев действовал в других условиях. В других условиях. И, кстати сказать, в этом смысле, может быть, не на интуитивном уровне, но он не был чужд диалектики в этом отношении. Одно дело Советский Союз, осажденная крепость, когда со всех сторон враги. И другое дело, когда у тебя там и Китай с востока, и с запада ГДР, и Болгария социалистическая. Даже вот этот международный контур очень влиял. Во-вторых, у тебя уже была та самая индустрия, которую Сталин только создавал, а у Ленина ее вообще не было. Ну, совершенно разная ситуация. Мы же для того и намерены взять власть, начать строительство социализма, чтобы на каждом новом этапе продвигать его вперед. И, значит, на каждом новом этапе будут новые задачи. И придется на разные внешние вызовы давать ответ. Поэтому ведь чем хорош марксизм-ленинизм? Тем, что он считает, что если ты прописал какую-то, значит, инструкцию и говоришь, что она на 140 лет вперед, и каждый год все 140 лет ты должен ей исследовать. Это совершенно не про марксизм. И последние годы на что в своей жизни во многом потратил Фридрих Энгельс. Он объяснял своим товарищам по Первому интернационалу, по коммунистическому движению европейскому: не превращайте марксизм в догму. Не забывайте, что прежде всего мой друг и товарищ Маркс убеждал вас всех в том, что марксизм – это диалектика. Нужно анализировать процесс. Есть фундаментальная вещь в любой науке, а есть диалектика, которой нужно руководствоваться. Поэтому, начиная с экологических вызовов и других, через 20-30 лет новое поколение может столкнуться с тем, что мы представить себе не можем. И всем это придется учитывать. Если будут только коммунистические режимы к этому времени, то коммунистическим режимом. Если буржуазные, коммунистические, социалистические, то всем эти вызовы придется учитывать. Поэтому жизнь богаче любых схем, и марксизм славен тем, что он не загоняет себя в эти схемы. У него есть фундамент. Если ты на нем прочно стоишь, то дальше ты сможешь выбрать модель поведения правильную в любой ситуации. Они будут разными. Дважды за время ответа на этот вопрос вы упомянули диалектику, раз уж вы столь элегантно оправдываете, хотя оправдываете, опять же, не очень подходящее слово, но вы как историк умеете подойти конкретно исторически. Вы вот сказали, что Брежнев действовал в других условиях. Что за условия и что за диалектика привели к решениям о том, чтобы перевести систему с натуральных показателей на хозрасчет? То есть буквально коммунисты взяли и перевели предприятие в погоню за прибылью. Ну, огромный большой спор, существовавший в советской экономической науке до Горбачева, вылившийся в активные дискуссии период перестройки и продолжающийся до сих пор. За кого вы здесь? Вот так даже спрошу. Потому что я понимаю, что я понимаю, что у тех, кто принимал это решение, они же не были врагами социализма. Вот не надо им приписывать то, нам невольно даже, чего не было. Они не хотели сделать плохо. Им показалось на каком-то этапе, наверное, опять же, это же только версия, наверное, тем, кто принимал такое управленческое решение, казалось, что если до коммунизма далеко, не надо жить иллюзиями, и человек в реальной жизни продолжает... Если для него в реальной жизни сохраняет значение материальный интерес,
то надо его заинтересовать. И если он станет благодаря этому личному интересу работать лучше, то выиграет экономическая модель, то в конечном счете выиграет социализм. Они могли так рассуждать? Ну, наверное, они так и рассуждали. Осуждать их за это или нет, но если они считали, в отличие от Хрущева, что к 80-м годам 20-го столетия основу коммунизма построить невозможно, и что это долгосрочный период, и что к этому придется подойти, а подойти просто так не получится. Надо выжить, вообще-то говоря. Надо выжить в условиях конкуренции с буржуазным миром, который совершенствует свое атомное оружие, который собирается тебя уничтожить, разбомбить, если эта возможность представится, если ты станешь слабым. То надо просто выжить на период 50, 100, 150 лет, кто знает сколько. Выжить в этих условиях конкуренции. И если у людей не может с четверга на пятницу возникнуть коммунистическое мировоззрение, если их нужно дальше заинтересовывать экономически, меркантильно заинтересовывать, надо использовать этот рычаг в интересах социализма. Китайцы ведь многие меркантильные соображения использовали для того, чтобы запустить экономический рост. Чем, на ваш взгляд, тогда были мотивированы директора предприятий при Сталине? Директора предприятий при Сталине, конечно, получали заработную плату выше обычных рабочих. И, кстати, выше, чем партийные работники. Угу. Да, чем профессиональные партийные работники. Но это справедливо, мне кажется. Это, наверное, справедливо. Это просто отдельная тоже большая тема. Отдельная большая тема. Они были мотивированы всей системой, в которой они находились. Они, это же надо просто представить себе ситуацию 30-х годов. Ведь это были люди, которые, первое, помнили, что такое гражданская война, что такое интервенция, что такое шашкой наголо, что такое бомба, пули. Они понимали, что надо страну свою от этого всего защитить. И они понимали, и Сталин помогал, партия помогала им это осознать, что у нас очень мало исторического времени для того, чтобы подготовиться к схватке с фашизмом. Я хочу напомнить, что еще Ленин, который умер в 1924 году, он уже успел в своих последних работах, в том числе в письме немецким рабочим, указать на опасность фашизма. Что уж говорить про Сталина в 30-е годы, если Ленин в начале 20-х годов успел об этом сказать. Поэтому партия очень хорошо понимала эту угрозу. Слушайте, как сохранить жизнь своей стране, вместе с ней своей семье, своей родной социалистической модели, которую ты начал строить, своей родной власти. А какая еще более сильная мотивация может быть? Они хотели рвануть вперед, построить прогрессивную модель, на которой будут равняться другие. Это позитивная мотивация. И негативная связана с тем, что нужно было защититься от неизбежной схватки с фашизмом. Никаких иллюзий, несмотря на пакт Молотова-Риббентропа, ни у кого не было. Все понимали, что это случится. Это была очень сильная мотивация. Поэтому там они не за зарплату работали. Это были люди очень высокой пробы. Они широко мыслили. Они понимали, что если завтра нацист придет сюда, все разговоры о твоей зарплате, зарплате твоей семьи или твоих рабочих вообще не будут иметь значения. И что, мирное время исключает таких людей, что ли? Не совсем понимаю. Нет, вы же спросили, чем были мотивированы руководители предприятий в сталинскую эпоху. Они были мотивированы реальными обстоятельствами, в которые были поставлены. Вот чем они были мотивированы. Так может нам стоит чем зарплатой. Просто ставить в реальные обстоятельства наших будущих директоров? То есть какой вывод? Я понимаю, что тут, возможно, даже правильного ответа нет. Сугубо дискуссия. Но мы для себя, коммунисты, должны как определиться? Мы в будущем чем будем мотивировать? Вы имеете в виду коммунистов, которые у власти? Или я имею в виду нас с вами, которые обязательно к власти придут. Так. Вот. И на каком этапе решения это понимаем? И нам нужно будет выстраивать, проводить буквально новую индустриализацию, ставить новых директоров и чем-то их мотивировать. Чем будем мотивировать? В каких условиях они? Вот вы прям сами сказали. Это тоже хороший вопрос. Я, к счастью, здесь опять-таки знаком с китайским опытом. Вот в Китае быть партийным руководителем чрезвычайно престижно. Но и опасно. Хотя они понимают, что, будучи руководителем крупного государственного, негосударственного, любого другого предприятия, ты будешь иметь колоссально другой уровень жизни. Разрыв колоссальный. Больше доходов, больше каких-то привилегий, если хотите, уж даже это слово используем. Там другие совершенно машины, другой штат работников, обслуживающий персонал. Но ценности в обществе сформированы таким образом,
что работать на страну, на свою коммунистическую партию, в данном случае на КПК, на будущее твоих поколений, это гораздо престижнее, чем что-либо еще. За это тебе нация твоя скажет спасибо. Это, если хотите, чувство причастности к истории. Ты можешь угодно жрать, сколько угодно иметь яхт, но когда ты помрешь, про тебя никто не вспомнит. А ты сейчас, вот у нас привыкли со времен Горбачева считать, винтик в системе это плохо. Слушайте, если без этого винтика система разваливается, то должен гордиться, что ты винтик в такой системе. Это очень круто. Быть винтиком таким, что без винтика не... Ну, часы же, они же из винтиков состоят, там вот эти ручные, механические. Удали винтик. Будут они у тебя работать? Нет. Поэтому это супер круто быть частью такой великой системы, как Коммунистическая партия Советского Союза, Коммунистическая партия Китая. Потому что ты решаешь вместе со своей партией, со своей командой, со своими товарищами и исторические задачи. Без всякого преувеличения. И исторические задачи. И вот как только меркантильные соображения у нас там стали побеждать среди части аппарата, вот тогда вот как-то и стала создаваться почва для Горбачевщины. А в Китае вот это особый подвиг Компартии Китая, что они, допустив в таком количестве рыночные отношения у себя, вот эти хозрасчетные отношения у себя, тем не менее сохранили ценности того, что по-настоящему важно, а что нет. Что делает тебя причастным к истории, а что просто делает тебя потребителем. И вот эти ценности не были изжиты. И это чрезвычайно важное условие китайских успехов сегодня. Я самым искренним образом вас благодарю за это интервью, потому как это абсолютно не дежурная благодарность. Вот впервые за 1,5 месяца передо мной сидел собеседник, который вроде бы даже и отвечал примерно так же, как предыдущие, а аргументировал это так, что спорить трудно. И меня вот как журналиста даже в некотором смысле это такая, ну не претензия, а задела, что я нигде не смог просочиться в эту вашу логику. Будет повод еще раз встретиться. Да, надеюсь, что вы будете ходить почаще, потому как действительно, учитывая, что вы один из руководителей партии, хотелось бы иметь возможность пытаться, по крайней мере, свою какую-то логику и свои взгляды на вот это осмысление транслировать вам. Спасибо. Спасибо. Кстати, вот Кирилл описал важное, на мой взгляд, чувство для будущего. Вот это чувство незавершенного дела, когда ты идешь вперед, но не доходишь до конца. Конца истории нет. Вот синдром Фукуяма, то, с чем нужно бороться и в себе. А Фукуяма понял, что он опарафинился, что жизнь не закончилась, несмотря на победу временную капитализма над социализмом. Во-первых, она временная, а во-вторых, жизнь все равно продолжается. И понимаете, вот эти все разговоры, да, Жириновского о том, что да ваши большевики моего деда завода лишили. Да большевики дали тебе страну. Вот у тебя появилась страна. У тебя появились взаимоотношения не с эксплуататором, там, который тебя эксплуатирует, не с фабрикантом, не с заводчиком, не с хозяином лавки, магазинчика. Когда вот ты полностью, твоя судьба от него зависит. От того, как он выстроит отношения с тобой. У тебя страна появилась. В каком-то примитивном смысле это вот позже выразилось в многочисленных фразах наших людей в 90-е годы. Ну, раньше я хоть в партком мог пойти пожаловаться. Но партком в данном случае это часть огромной системы. Страна твоя. Вот все удивляются, ну почему люди такие подвиги совершали в Великую Отечественную войну? А почему они не совершали их в таких же масштабах в Первую мировую? Хотя место для личного героизма на любой войне находится. Находятся всегда сильные люди, которые чем-то мотивированы и которые совершают подвиги. Но это отдельные люди. И мы их чтим, знаем, помним. История имена многих из них сохранила. Там подвиг Варяга, например. А ведь тут героем стал не отдельный герой, а народ. Вот народ стал героем. Потому что весь народ встал и пошел. И по-другому победить было нельзя. Потому что меньшее по количественным показателям победило большее. Но население у нас было меньше, чем в Европе. Чем под контролем Гитлера. А мы победили. Почему? Потому что героем был каждый и все вместе. И это колоссальный дало кумулятивный эффект. А от чего? От чего вдруг все взяли и стали сразу героями? И вот этот маленький человек, который не готовил себя к воинской специальности, и маршал, который был готов жертвовать своей жизнью, а не просто командовать начальниками и превращать этих начальников в способ вымогать деньги, как сегодня иногда случается на разных там участках. Вот потому что
эти люди, ну или большая часть людей, они не про свою лавку стали думать. Не про межу, как в деревне, там за межу крестьяне между собой волосы друг другу рвали. Потому что тогда им межа была их жизнью, благополучием их семьи. А теперь тебе дали страну. И вот эту страну ты поднимался и боролся. Это невероятное ощущение причастности к историческому процессу, к твоей стране, к ее судьбе. И плевать тебе на твою фабрику, даже если дед ею владел. Потому что ты не фабрикой теперь владеешь. Ты Советским Союзом в 1/6 частью мира. А можно тогда вот в качестве десерта коротко можете даже ответить? Ваш ответ будет анонсом, не анонсом, а с него и начнем следующий наш с вами эфир. Классики утверждают, что без пролетарской революции к социализму развернуться не получится. Как вы считаете, классики были правы? Они были правы, просто они под революцией понимали не баррикады, не стрельбу из пулемета «Максим». Для них революция – это коренной перелом в жизни общества. А характер перелома, революционного перелома в жизни общества, зависит от баланса сил. И когда баланс сил позволяет, Сальвадор Альенде может демократическим путем прийти к власти. Правда, потом находятся те, кто его уничтожают, убивают просто, лишают его жизни. И его модель лишают перспективы. Но если мы коммунисты, вот сегодняшние коммунисты в России, как раз над этим и работаем, чтобы изменить баланс сил таким образом, чтобы в России смогли произойти качественные перемены. Не одна буржуазная партия сменила другую у власти, а чтобы произошли качественные перемены, которые хотите называть эволюцией, хотите называть революцией, но в социальном смысле они будут иметь революционное значение. Спасибо. Так или иначе, революция не закончится никогда, потому что это вечное развитие. С нами сегодня в программе «Красная пчела» выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Госдуме Дмитрий Георгиевич Новиков. Спасибо вам. И в роли партийного критика генеральный директор «Авроры» Кирилл Викторович Рычков. Спасибо. Модерировал процесс Федор Владимирович Бирюков. Мир вам. Совет, и Совет передается тягу государственной власти.